Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Бровченко. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Бровченко во влоге, вы ставьте лайки. Кстати говоря, да, активнее ставьте лайки, говорят, лайки продвигают видео. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, а мы переходим к влогу канала Семья Бровченко. Ну а Таня на занятии с Максимкой. И вот, вы знаете, открытку надо было оформить, уже все детали были вырезаны заранее, осталось только наклеить и кое-где фломастером подкорректировать внешний вид открытки. Какие-то точки поставить, что-то какое-то наклеить, игрушечку какую-то, поздравление вовнутрь этой открытки вклеить, уже готовое. И казалось бы, да, если ребенок со взрослым рядом, если тем более родители, да, не просто какой-нибудь воспитатель или руководитель кружка рядом, а родитель сидит рядом, то как-то надо понимать, что эта открытка останется на память, в семье. Да даже если был бы воспитатель или руководитель кружка, он 100% сказал бы ребенку, что он что-то делает не так. А здесь, вы знаете, если лицевую сторону так называемой открытки Максим еще кое-как оформил при помощи Тани, то внутреннюю часть Таня решила оформить по-своему. Она правильно сказала. Немножко ровно помогала Максимке приклеить поздравление. Ну, правда, немного не на ту сторону, но да. Видимо, что такое книга, как она открывается и где должен быть написан текст, Таня особо не знает. Хотя она говорит, что она в сборе читает книги. Читают книги по воспитанию детей, читают книги по финансовой грамотности и так далее. Да? То есть все те курсы, которые вот они проходили, они предварительно читали книги, потом отвечали на вопросы тестовые и так далее. Но, судя по всему, Таня не имеет представления, на какой стороне открытки должен располагаться текст «Поздравления с Новым годом». Немножко ровно, да, Таня помогала клеить, и немножко правильно. Максим, вы знаете, босиком. Вот на этом кружке он находится босиком. Ну, он не совсем босиком, конечно, да, он в носочках, но без обуви. Уж не знаю, по какой такой причине. Таня говорит, что долго искала чай Гринфилд, нашла наконец-то, классный запах, здорово. А потом выяснилось, что запах, в принципе, самый обыкновенный, и ничего такого особенного в этом чае нет. Хотя Таня объездила достаточно большое количество магазинов. В общем, все как всегда у Бровченко. Какое-то бесцельное такое вот обхождение всех магазинов, да, вот. И главное, побольше бензина потратить и побольше времени быть вне дома, да, главное, чтобы не со своими детьми. Купила Таня игру очередную, карточную игру, да, не удивляйтесь. То Таня говорила о том, что мы против карт, против этих самых игр. А потом мы видели достаточно часто, что Таня играет с детьми в карты. Что вот когда они ездили, сейчас уже не вспомню откуда и куда, но поездом они преодолевали расстояние. И там вот Боря старший играл с детьми в карты, в самые настоящие карты, да. И нормально было. То есть Бровченко в очередной раз переобулись в воздухе. Ну и сейчас вот купили карточную игру. Правда, Таня говорит, там не совсем карты, там сказочные герои. Но опять же, сказочные герои, я не знаю, как Таня вообще решилась на это. Ведь она говорила о том, что она против всяких разных сказок. Она против того, чтобы герои какие-то были не похожи на людей, чтобы звери были не естественной раскраски, ну и так далее. И что в итоге? А в итоге, что есть, то есть. И карточная игра с такими вот героями. И забегая вперед, могу сказать, что сказочные герои были. Аниматоры были на елке, но об этом чуть позже. И Таня абсолютно нормально к этому отнеслась. То есть все их какие-то утверждения о том, что вот они такие вот, не такие, как все, они такие правильные, они стараются воспитать своих детей иначе. Это все Филькина грамота. Бровченко точно такие, как и все. И слава богу, конечно, да. Они не будут выглядеть, по крайней мере, хотя бы немного дети не будут выглядеть как белые вороны. Хотя все равно выглядят, да. Стоит только посмотреть на то, как одет Боря-младший был на этом самом утреннике. Это какой-то кошмар. Огромные ботинки, стоптанные какие-то, не по размеру. Грязные, черные, ужас какой-то. Все детки в каких-то туфликах. Мальчики в каких-то, может быть, даже кроссовочках, но чистеньких, по размеру. Девочки в туфликах, в платьицах, мальчики в костюмчиках. Ну, или сказочный герой, или просто в каком-то симпатичном костюме. Боже, во что был одет Боря-младший. Своя вот эта вот зеленая футболка или какая она там. Ну и праздника ради был дождик на нем вот так вот.
Он был Боря опоясан этим дождиком, ну и все так сбоку завязан. Все. А была игра-то потушки, надо было топать ножками. Бедный тот ребенок, как он поднимал те ноги и топал. Это, конечно, да, бедные те дети. Ну, когда вот Боря пришел с этой самой елки, Таня решила записать видеообращение Бори самому себе в будущем, да, к себе взрослому, так сказать. Мол, Боря, вот тебе будет на память видео, как ты на елку ходил, и что ты хочешь самому себе сказать? Бедный тот ребенок, он растерялся, он не знает, что он хочет сказать. Ну, Таня в итоге говорит, ну вот, я поняла, ты хочешь конфеты. Ну, правильно, Боря не мог расстаться с тем подарком, который ему вручили. Этими самыми конфетами тоже не мог он налюбоваться. И такое ощущение, что ребенок вообще впервые в жизни увидел какие-то конфеты. Это какой-то кошмар, конечно. Максим тоже был на елке, и он пытался как-то вот поиграть со Снегурочкой, с зайчиком, побросать в него ватные какие-то снежки. Максим пытался понять вообще, где он находится, что такое елка. Он впервые в жизни увидел вообще украшенную елку и подходил близко, и любовался. И, в общем, он, знаете, такое ощущение, что действительно впервые в жизни он это увидел. Но на самом деле он это впервые в жизни увидел. Бровченко ведь дома не ставит даже самую маленькую елочку, да? Хотя, казалось бы, у вас дети дома, поставьте небольшую елочку и украсьте ее вместе с детьми. Понятное дело, что у вас там места нет вообще, в принципе, да, но хотя бы маленькую такую, ну, ради того, чтобы показать детям эту саму традицию украшения этой елки, да, какие-то вот семейные традиции, но все равно должны быть в семье. Или у вас семейная традиция поздравлять друг друга с днем семьи, и все. И дарить друг другу подарки. Главное, чтобы дети тоже взрослым родителям подарили подарки. Вот это самая главная традиция. Не забыть детям о том, что родителям надо одарить. Ну, скорее всего, так. Потому как елочку, если бы ребенок видел, как украшают, он бы не стоял бы и не смотрел бы на елку как на что-то диковинное. А тут вот прям, ну да. В общем, у меня слов, конечно, нет. Ну, конечно, мне очень понравилось, как Таня, девочка, солнышко, молодец, отгадывала загадки и громко кричала отгадку на какую-то загадку. Мандарин, молодец, Таня. Ты умеешь это делать, у тебя это получилось лучше всех. Ты быстрее всех деток отгадала эту загадку. Молодец. Наверное, я ждала самый классный подарок, но вот, к сожалению, не предусмотрен был подарок для тебя, для взрослой. Только детям. Но я так думаю, что Таня отберет эти все подарки у детей. И, в принципе, да, вместо одного подарка у Тани будет два. И разделит она благополучно эти конфеты с Борей старшим. А вот вообще, вы знаете, мне так показалось, что это первая и последняя елка в жизни этих детей. Сразу две елки, да, в жизни каждого из этих деток. Другие детки и не видели в принципе елок, а эти впервые в жизни увидели что-то подобное. И я уверена, они захотят и на следующий год. Но если у них на следующий год они уже будут в селе жить. И вряд ли Таня будет водить на какие-то кружки, даже школьные. Поэтому, да, действительно, Таня правильно сказала. Вот сейчас запиши видеообращение к себе старшему, да, потому как у тебя больше такой возможности не будет. Все. Это первый и последний раз ты был на подобном мероприятии. В общем, да, дети не социализированные и, конечно, очень и очень жаль. Ну, а Тане это только в радость. Почему? Потому как не надо тратиться на подарки. Ведь эти подарки не просто так с неба, правда, посыпались. Это все оплачено было заранее, и Таня нам в этом говорила, что она оплатила подарок, ну, заранее, да, когда вот сбрасывались на подарки, оплатила подарок для Максимки, оплатила подарок Боре, все это, да. Ну что, в последующем не надо будет тратиться ни на какие подарки, все будет нормально, все будет шито-крыто. В общем, все как Таня любит. Дети не развиваются, а Таня что? А Таня не тратится на их развитие, да? Так что как-то. Так, в общем, я, конечно, в шоке от этого видеоролика, но уже что есть. Максимке подарили паровозик. Паровозик-пазл. И Максим пытается разобраться с этим паровозиком, Боря ему помогает. Кстати говоря, на елке я понимаю, что дети были всех возрастов, потому как эта елка не по возрасту была, да, организована, а просто это организация, вот куда дети ходят на эти кружки. Но, тем не менее, там были детки и возраста Бори. А Боря выглядел вообще не на свой возраст, вы знаете. Он выглядел года на 2, на 3 младше своих сверстников. Ну, в принципе, мы это и так видим, что он не выглядит на свой возраст, как и все дети Бровченко, впрочем, да. Так вот, Боря и Максимка, они пытались как-то разобраться с этим паровозиком, с этим пазлом. И вот когда они вдвоем пытались как-то сложить этот пазл, я так посмотрела на них со стороны.
Да, ну вот если не знать, что Боре почти 7 лет уже, да, 6,5, то да, можно подумать, что у них с Максимом совсем небольшая разница. Ну, может быть, года полтора-два, не больше. Хотя на самом деле, конечно, там разница существенная в возрасте. А Таня, конечно, ни в коем случае не беспокоится, да, она не обеспокоена этим фактом. Таня считает, что так оно все и должно быть. Таню все устраивает. Для Тани абсолютно все нормально. А это самое страшное. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Семья Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.